Съехали с тропы. Тут тропинка другая уходила в сторону. Хотел глянуть, что есть такое. Водяные брызги аж сюда долетают. Не самое лучшее место для купания, конечно. Сбил кокосик. Свеженький, вкусненький. Что это интересно? Для чего-то строили, тратили время, камни, бетон, красиво старались сделать. А сейчас все поросло джунглями. Скала, вдоль которой шел, мне нравилась, но было в ней что-то мистически зловещее, что ли. И это чувство некой опасности, пойманное вчера, никуда не ушло. Оно приятно щекотало в груди. Это не какие-то сталактиты, это кусок скалы, понимаете, просто выеденный, я не знаю, эрозией какой-то, дождями, соленой водой, влагой. Это куски скалы нависают, камни. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall. Гляньте, какие трудяги-жуки. Катят шарик сквозь траву, кусты, камушки. Катят к своему счастью, к своему домику. Какие молодцы. Козлик. Гляньте на его смешные уши. Ребята, просто гляньте на эти уши. Посмотрите на них. Гляньте на эти уши, как они смешно висят. Козлик, что такой грустный? Ну ладно. Иди сюда. Хочешь поглажу?
Нет, не хочешь. Козюлька. Сейчас мы доброго козлика погладим. Погладим. Ох ты, ёпу мать! Ты болото. Все, козлик. Нет. Attack me! It attacked me! You see here? I don't know what to do with him. I don't know what to do with him. Подъехавшая парочка туристов недоуменно смотрела на крепкоспаянных козла и человека, державшего его за рога. Тварь перла как танк, а мои силы быстро уходили, и державшие рога руки слабели. Козел прекрасно осознавал форму своих длинных рогов и прицельно мотал головой, стараясь нанизать меня на них, как шашлык на шампур. Тупейшая ситуация. Ты вроде не один, но помочь никто не может. Людям остается только беспомощно наблюдать. Я подумал о ноже. Добраться бы до вела, вытащить его и всадить животному в шею, а лучше в глаз. Но как воспримут это хозяева, чей запертый домик стоит неподалеку? Пойди докажи аборигенам, что выхода другого не оставалось. Я поймал себя на том, что дело не в выходе, а в злости. Мне просто хотелось увидеть, как мерзотное животное, дергая копытами, отправляется к праотцам. Будто читая мысли, козел рванул вперед и, мотнув головой, сбил меня с ног. Но и упав, я не отпускал рога, повиснув на них, как питбуль на шине, понимая, что это не шутки. А еще я чувствовал унижение. Великого Валерку Рогозина, горного льва и бешеного росомаху, какой-то жалкий, никчемный домашний козел катает по земле, как мячик. И все это на глазах недоумевающих туристов. Такое унижение. Парень крикнул, что знает, как сделать. Он отгонит велик вперед, а когда отъедет, я, быстро отпустив рога, прыгну в машину, и мы с его девушкой смотаемся от козла, оказавшегося конченным козлом. Я опасался, что как только отпущу рога, козел не мешкая засадит их мне в зад. А если успею прыгнуть в машину, то зарядит рогами в нее, поцарапав. Но животное снова брыкнулось, чуть не перевернув меня, и благородный порыв высказать свои опасения с сохранностью автомобиля улетучился, будто не бывало. Yeah, it's crazy. Fucking crazy shitty animal. Thank you, buddy, thank you. Этот парень спас меня от козла. Козел меня атаковал. Вот, я поехал, все. I have to go. Shit. Shoot. Fucking animal. Ребят, парень отогнал мой велосипед, вылез быстро. А я должен был сесть в машину девушки, спасаться. Но я не мог, потому что он меня атакует, бьет рогами, я держу его. Отпущу, сразу бросается, сильный, сука. И кончилось тем, что я пару раз ударил по глазу ему кулаком, так нормально, что он аж подсел. Thank you, buddy, thank you. Мерзкий козел, гадина. 10 минут длилась борьба с ним, 10 минут. Жалко как-то было ему по глазу бить жестко. Лошадка, здравствуй. Ты зацепилась, бедненькая. Здравствуй, моя лошадочка. Не бойся, не бойся. Не бойся меня. Я лошадочку не обижу. Не бойся. Не бойся. Ты чей-то? У тебя хозяин есть? У лошадки есть хозяин? Ладно, давай. Козла уже погладил, еще лошадку погладь. Чтобы она ж тебя... Гляньте, рука волдырями покрылась, видите, ожог. Главное, чтобы зажило нормально. Здесь тяжело заживает и часто начинаются какие-то осложнения.
Разваленная хибара. Заглянем. Хотя, что это надеюсь увидеть? Плесень, духота. Кто-то делал это. Тратил силы, опять же. Делал эту крышу. Вода. Может, тут здесь все-таки бывает? А я сюда приперся, некрасиво. Там вода, полная бунжи воды, 2 бунжи воды. Поехали. Силы появились. Так, выходим на трассу. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets cold, where the miles are marked in the blood and the gold. Короче, наконец нашел место, где можно похавать. Вот, сейчас эта добрая женщина меня угостит. Вот. Короче, мы друг друга поняли как-то жестами. Курица, чикен, рис Hay и pescado, pulpo, calamar, каламар. camarón. Наверное, дорогой. Сейчас буду, короче, договариваться по цене. Ребята, надеюсь, сегодня поем. Я голодный, как собака. Короче, рис, подливка такая вкусная с непонятно чем и фасолью, и курица. Все вместе, плюс маленькая бутылочка колы, обошлось мне 225 песо. Это получается чуть больше 3 евро. Ну не так-то и дешево, я скажу, ребята. Я так лапой питаюсь. Комплексный обед. Кушаем. Побалуем собаку. На. Кушай. Вот оно, мое спасение, ребята. Мое спасение. Перчаточки легкие, воздушные. Сейчас их куплю, и все будет просто супер. А чувак предложил мне изначально, я показал ему типа солнце, красную руку и перевел. Мне нужны легкие перчатки. Он мне предложил такие какие-то нереальные, просто какие-то гигантские, тяжелые. Такое ощущение, что он решил поиздеваться. Но, слава богу, я выбрал нормально. Я сказал, чувак, это никуда не годятся. Шутишь, что ли? Такие гигантские. Итак, я добрался до маленького городишки Лас-Галерас, того самого, откуда собирался выдвинуться в пеший поход на пляж Фронтон. Мне посоветовали хостел La Balena Backpackers, и там я решил разбить базу. Оля. Хостел довольно уютный, и комната стоила 1300 песо, что равнялось примерно 19 евро. Были и дешевле, но свободной оказалась лишь одна. Городок окружен пляжами. Прямо, налево, направо, везде океан и песок. Но мне нужен был лишь один – Фронтон. Видите гору? Он сразу за ней. Она опоясывает его полукругом. Иногда там грабят. Обычно по дороге на пляж, но временами и на пляже.
Ограбили с мачете, ограбили с пистолетом, ограбили с ножами, пряча лица за ковидными масками, подойдя втроем. Прочитав какое-то количество подобных отзывов, я, тем не менее, не изменил план. Как я вклинюсь в Гаити, если будут трусить доминикане? Как боксировать с Тайсоном, если не смог победить чемпиона двора? Мерил рюкзак для завтрашнего похода. Сложил туда всего чего. Надеюсь, выдержу завтрашний поход. На пляж. Настраивая рюкзак, никак не мог избавиться от чувства какой-то потерянности. Ну, ты же рыкающий лев. Но позорное происшествие с козлом, просто какое-то унижение, как-то подорвало уверенность в себе. Не сказать, чтобы я боялся пляжа, хотя некое беспокойство сидело в сердце, как-никак собирался остаться там на ночь. Нет, это было иное. Ощущение чужеродности мира вокруг. Я чувствовал себя щенком спаниеля, потерявшимся в центре серого, заливаемого холодным дождем города. Я знал, что это чувство ненадолго, оно скоро уйдет, и, закрыв глаза, лежал в ночи, пытаясь понять, откуда вообще оно берется, так незаметно и уснул. Пока Валерка спит, минутка рекламы. Есть такой канал Yo-Ways. Путешествует отец с сыном. Взрослый сын и, естественно, взрослый отец. Ребята путешествуют по России. Но теперь надо будить Валерку. Пусть просыпается. Вот большая тарелка риса с мясом, капуста с морковкой, салат. Мне нужно заправиться энергией до самого вечера. Вечером поем второй раз. Возьму с собой в коробочку. Вот, уже надеюсь на пляже. Туда должен прийти. Если получится там остаться, я на это очень рассчитываю, то следующим утром, завтра утром, я поем еще один раз. Для этого у меня есть еще одна коробочка. А потом выйду обратно, приду сюда. Я себя чувствую нелепым, просто нелепым. Ну вот, ребята, мы вышли на пляж. Конечно же, не тот пляж, на который мы идем. Нет, который является нашей целью. Вот с этого пляжа мы начинаем наш путь. На дикий, труднодоступный пляж Фронтон. А я уже подсдох, как бы, уже все, уже ножки-то устали у жирной-то жабы. Дыхалочка тоже подсдала. Вот уже хочется лечь, полежать и отдохнуть. Устал я, однако. А ведь это еще не начало пути. Начало будет вот шагов через 100, начнется эта дорожка.
Красиво, черт подери. С этим не поспоришь. Ой, тяжело быть жирной жабой. Пахнет йодом. Сильно пахнет йодом. What's up? Приятный запах. Запах морской живности, которая здесь стоит, кстати, не так-то и дешево. Но относительно простой еды. А дорога пестрою лентой вьется, занесло дождем ветровое стекло. Пусть мой грузовик через бури несется, твой грузовик. Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть. Резкий поворот и косогор, Чтобы не пришлось любимой плакать. крепче за баранку держись, шофер. Держись, держись. What's up, guys? Hi. Hi. Не хочу оскорбить девчонку, но издалека все кажется красивее, чем вблизи. Вы заметили это, как правило? Будь то женщина, или какое-то событие, которого ты ждал, или что бы то ни было еще. У соседа трава зеленее. А вот ты стоишь на этой траве, и такая же она самая, и ничем не отличается. Вот мы, ребята, идем к тому самому пляжу. Вы думаете, разве это не тот, как красиво? Да, красиво, но это не тот. До того пляжа идти, ребята, долго. Он дикий и, говорят, очень красивый. Вот мы и сравним этот пляж с тем, куда мы идем. Fronton, this way or this way? This way. This way, no. Here. Fronton c'est long. C'est long. Okay, thanks, man. 3 horas. 3 часа, говорит, идти. Ну что ж, пойдем. Блин, только заметил. Бесит. Я снимал, оказывается, в 2,7К, не в 4К. Причем непонятно, сколько времени. Это путешествие снимается в 4К. И где-то как-то, видно, перещелкнулось. Непонятно когда. Вчера, позавчера. И я снимал 2,7К разрешение. Твою мать. Твою мать! Это очень важно. Чтобы вы понимали. Я тащу с собой кучу хард-дисков, чтобы сохранять информацию в 4К. Специально их брал и тащу на себе. Комп будет апгрейдиться по 4К. А я снимаю в 2,7К. Сука. Слов нету. Валерка, наслаждайся, что ты? Я работаю. Я работаю, ребята. Это важно. У меня с собой 4 харда. Это реально важно. Твою мать! Все. Идем дальше. Надо выругать, чтобы стало легче. Мне помогает. Не знаю, как вам. Так, сюда. Или сюда. Смотрим карту.
как-то тяжело идти становится, с каждым шагом тяжелее и тяжелее. Кто мог подумать? Какая странность. С чего бы это тебе в такую жару с рюкзаком, фотоаппаратом шлось тяжелее и тяжелее? Скоро, очень скоро мы построим город, и надежды наши и мечты. Та-там, та-там. Что-то непонятно. Что-то показывает, что не туда иду. А там, где туда, нет дороги вроде. Ладно, идем. Что-то мне кажется, я заблудился. Сейчас меня пристрелят с какого-нибудь ружья. Из мелкашки в ногу как пальнут. Скажут: гринго, что ты здесь забыл? Банан, затвердевший как камень. Хоть бы один орех свежий. Сейчас бы выпил его, но нет. Висят такие красивые, недоступные. Хоть бы один орешек. Но нет. Ладно. Идем дальше. Жалко, что вода напить нельзя. Будь они из воды. Была бы такая сказка. Из прохладной холодной водички. Водичка. Стакан. Стакан с пивом запотевший. Холодный. О, Господи. Холодный, ледяной. Пьешь, и пузырьки щекочут горло. Жара усиливалась, ноги наливались свинцом, и дышать становилось все трудней. Шагая под рюкзаком, я думал о том свежем латвийском утре, когда, вылезший из палатки, любовался росой. Миллионы капелек, подобно бесчисленным бриллиантам, усыпали поле. Они светились, сверкали, искрили в свете зарождавшегося дня, покрывая траву, цветы, превратив в ожерелье нити паутины. И в каждом бриллианте, в каждой капле отражалось восходящее солнце. Миллионы солнц, миллионы миров на тропе луча. Свежесть, утренняя свежесть. Еще одна пещера. Так хочется залезть там, отлежаться, попить воды. It's not true. Tell me I've been lied to. Crying Они очень острые. inside. Режут обувь мгновенно эти камни. Легко поскользнуться и сломать себе ноги к чертям. What the hell Особенно ноги с шипами велосипедными. do? Посижу. Надеюсь, добрый рыбак Been the меня не прогонит, увидев. time to let someone see Надо right. отдохнуть.
И водички глотнуть немножко. Водичка в радость. Maybe won't you take it back? Say you were trying to make me laugh, but nothing has to change today. You didn't mean to say I love you. I love you, and I don't want to. Up all night. Роги обрезаны у быка. Видите, у этого первого? Может, бодался, вредничал. Барану вчерашнему роги бы побрубать. С башкой заодно. И навертел. Жирненький баран, вкусный, наверное. Я бы его сожрал, это было бы моему местью. Чечоро или качоро. Злая собака, короче. Боже, какая она громадная. Крабик живет здесь. Я уже говорил сегодня. Тут красиво, местами, у океана. Если доберусь до пляжа сегодня, мне получится, то он, наверное, тоже будет очень красив. Но знаете, что запотело, что ли? Но знаете, все-таки как прекрасна Россия и Латвия. Как по Волге матушке, по реке кормилица, все суда с товарами, струги до ладьи. И не надорвалась, и не притомилась. Ноша не тяжелая, корабли свои. Вниз по Волге плавая, прохожу пороги я и гляжу на правые берега пологие. Там камыш шевелится, поперек ломается, справа берег стелится, слева подымается. По итогу мне стало совсем хреново. Все выцветшее, яркое, пошатывает и не хватает воздуха. Но до пляжа совсем близко. Соберись, Валерка. Чувствуя, как все плывет, недоумевая, как же так? Маршрут же не самый сложный. Я не вспомнил о том, что недавно переболел короной. Соберись, мистер Грин, соберись.
Я готов на колени упасть и завалиться на бок. Мне кажется, или я слышу море. Давай, Шаба. Вон море. Здесь высокая скала, как вы видите, и солнце рано за ней прячется. Поэтому здесь солнечно где-то до полудня, может чуть больше. Я не помню там по времени, но уже будет сейчас темно. Ну не темно, но тень уже будет. Да и пофиг. Завтра все будем снимать. Ну да, так себе спуск. С рюкзаком тяжелым. У меня было падение одно, я упал недавно и окончательно порвал башмак. Все, видите, ему хана. Я мечтаю, чтобы он дожил до возвращения обратно в хостел. Это будет большой победой. Как завтра здесь подниматься с рюкзаком, я не знаю. Это будет та еще работенка. Буду отдыхать каждые 100 шагов. Я спустился с горы, попав в странный мир, подобный антуражу сериала «Остаться в живых». Черная скала позади казалась зловещей, обладающей некой темной энергией, и непонятные плиты, воткнутые в землю, усиливали впечатление. У меня есть чуйка, некий радар. Он редко ошибается, и сейчас шел четкий, чистый сигнал. Ты в опасности. Я ощущал ее загривком. Волосы на затылке, на шее, будто наэлектризовались, и лопатки сводило дрожью. Впереди Гаити, вот там будешь ссать, а здесь нечего. Сказал сам себе, но это была так себе аргументация. Хоть солнце и спряталось, но духота давила. Я рассчитывал это исправить купанием. В инете писали, что солнце рано прячется за скалу, и вид пляжа меняется. Я в полной мере наблюдал это сейчас. Он выглядел пустым, но живым и недобрым. Как всегда, в своем репертуаре. Забыл колышки для палатки. Приходится выкручивать с подручными средствами. Это Валерка. Сейчас вытащим колышки быстро. Воткнем их
И после этого пойдем искупаемся. Песок нежный, так ножки отдыхают на нем, знаете, так приятно. Тут коралловый риф, и поэтому там дальше, видите, волны разбиваются. Уколол себе ногу чем-то. Ну что ты за свинья? Ну как не стыдно? Валерка, ну блин, ну не будь свиньей. Ну нельзя быть таким, ну нельзя. Свин, мерзкий. Кука поехала. Сейчас огонек виден за километры. С вершины горы, с любого места можно увидеть, где я нахожусь. И это нехорошо. Я говорил с итальянкой, которая живет в хостеле. Такая местная какая-то, непонятная. По-моему, она живет не в хостеле, а при хостеле, там рядышком. Вот. И, по-моему, она возит группы куда-то путешествовать по Доминикане. И она сказала мне, что, типа, сюда пойдешь? Я говорю, да. Она такая, один? Я говорю, да. Она говорит, это опасно. Я говорю, почему? Говорит, ну здесь грабят людей иногда, в этом месте. Нерегулярно, но время от времени это происходит, ограбление. Поэтому, говорит, я бы тебе не сомнул, не смотри сам. Выключив камеру, я быстро закончил трапезу, чувствуя растущее напряжение. Остров, а я ощущал пляж, зажатый горами, островом, казался зловещим. Палатка не вызывала обычного чувства защищенности, и я поскорее погасил свет. Тебя было видно за километр, и ты привлек все зло в округе. Ой, заткнись, параноик хренов. Общение с самим собой стало нормой уже давным-давно. Нож лежал рядом, и время от времени я проверял его положение, касаясь подушечками пальцев ребристой боковины рукоятки, будто боясь, что он исчезнет. Реальность застыла, и я не мог определить, прочувствовать ход времени. Сколько уже прошло? Час? 2? Нужно постараться уснуть, но даже иллюзии о том, что получится, у меня не было. Да я и не хотел засыпать, чувствуя опасность всем существом. Вы могли бы заснуть под рев сирены? Она выла внутри меня, не замолкая. Пару раз вылез. Воздух был влажным, теплым, чужим. Порывы ветра не освежали, но все равно были приятны влажному телу. Увы, они не чувствовались внутри палатки. По итогу я впал в какое-то оцепенение. Ни сон, ни явь. И лучи фонариков, ударившие по тенту, были абсолютной неожиданностью. «Какие пасе, амигос!» Нож мгновенно перекочевал в ладонь, но вылезти я уже не успевал, ибо двое подошедших включили фонарики, лишь оказавшись почти вплотную, заставив меня врасплох. «Доминикано, сеньор! Аква!» Затараторил тот, что стоял ближе, светя мне в лицо. Я наморщил лоб. «Что?» Он что-то тарабанил по-испански, и лишь слово «аква» — «вода» было мне знакомо. Так орали мексы в обезьяннике. Там, в далеком 2004-м, когда нам 2 дня подряд не давали воды.
Аква? Си, аква, сеньор! Мужик был крупным, рыхлым, с двойным щетинистым подбородком. Он был безоружен. Второй же, стоявший сзади в тени, был ниже ростом, стройней, и на бедрах в черных ножнах висела огромная мачете, напоминавшая скорее саблю. На его фоне мой нож был детской смешной игрушкой. Я выполз из палатки и только тогда понял, что опасности уже нет, если и была. Захоти они меня ограбить, не дали бы вылезти и приобрести мобильность. Воды оставалось мало, критически мало, но отказать не рискнул. Ведя себя максимально уверенно и спокойно, налил ему 3 полных пригоршни, понимая, что путь домой придется совершать на сухую. А ведь даже выпив 2,5 литра воды в пути, я еле сюда доплелся. Доминиканцы посидели минуты 3, глядя в сторону океана, и молча, тихо растворились во тьме. Чувство опасности ушло вместе с ними. Сирена замолкла, и, обмякнув, я понял, насколько сильно был напряжен с момента спуска с горы. Что им было здесь нужно? Тут нету крабов, а если есть, то они их точно не собирали. Чтобы оказаться на пляже, им нужно было спуститься сверху, во тьме. Зачем? За водой? Что за бред? Ладно, я подумаю об этом завтра. И эта фраза, прошелестевшая в сознании, принесла с собой запах школьной столовки и смутные очертания стенки коридора. Я снова мысленно прокрутил ее в голове, и очертания обрели объем. Мы сидели на стульях с Наташкой Молчановой, темноволосой, стройной, и она рассказывала мне о прочтенном романе. Скарлетт всегда говорила: «Я подумаю об этом завтра». Классная фраза. Кстати, ты очень похож на Ретта Батлера. Ну, шутишь, как он. Если что, он хороший. Это странное чувство. Когда ты одной ногой уже почти в мире снов, то есть на грани сна, воспоминания становятся живыми, объемными, наполненными запахами. Но главное даже не это, а то, что фантастическим образом чувства, мироощущения, испытываемые в тот момент, мгновенно пронесясь сквозь годы расстояния, заполняют душу вновь, и ты на секунду-другую становишься тем самым мальчишкой, любующимся профилем нравящейся тебе девчонки, которой так этого никогда и не скажешь. И все эмоции овладевают тобой вновь. Они бесценны, потому что ты не спишь и осознаешь их четко и явно. Какие красивые у Наташки ноги. От нее пахнет чем-то сладким. И как бы ее поцеловать? Все прекрасно. Я сейчас пойду домой, поставлю пластинку Высоцкого, их у меня 15 штук, вся коллекция, и полезу в ванну, слушая его сквозь приоткрытую дверь, как по Волге матушке, по реке Кормилице. Папа с мамой дома. Кушать готово. На кухне теплый желтый свет. Все так хорошо. Спи. Как по Волге матушки, по реке Кормилице, все суда с товарами, струги да ладьи. Не притомилась и не надорвалась ноша не тяжелая, корабли свои вниз по Волге плавая, прохожу пороги я и гляжу на правые берега пологие. Там камыш шевелится, поперек ломается, справа берег стелится, слева подымается.